Пожилая женщина приютила маленького беззащитного котенка. Но когда необычный питомец вырос, она едва не закричала от ужаса. Марта, женщина преклонных лет, жила в уютном домике на окраине небольшого городка. После смерти мужа она осталась совсем одна, и ее дни стали однообразными и тихими. Единственной отрадой были любимые цветы в саду, за которыми она ухаживала с особой нежностью. Каждое утро Марта просыпалась с первыми лучами солнца, готовила себе чашку ароматного чая и выходила на веранду. Она подолгу сидела в старом кресле-качалке, наблюдая за пробуждающейся природой и вспоминая счастливые годы, проведенные вместе с мужем. Соседи приглашали Марту на чай и предлагали пойти вместе в магазин, но она все чаще отказывалась, предпочитая оставаться в уединении. Одиночество постепенно становилось ее верным спутником, и Марта стала чувствовать себя все более изолированной от остального мира. Она пыталась поддерживать связь с соседями, но общение больше напоминало формальность, чем искреннюю дружбу. Однажды промозглым осенним вечером Марта услышала странный звук, доносящийся со двора. Накинув теплую шаль, она вышла на крыльцо и прислушалась. Звук повторился. Это был жалобный писк, похожий на плач котенка. Ветер усилился, и крупные капли дождя начали барабанить по крыше. Марта колебалась, стоит ли выходить в такую погоду наружу, но писк становился все более пронзительным, словно кто-то звал ее на помощь. Решившись, она взяла фонарик и шагнула в темноту, чувствуя, как холод проникает в ее одежду. Осторожно ступая по мокрой траве, Марта обошла дома. В свете фонаря она заметила какое-то движение возле старого дуба. Приглядевшись, женщина увидела крошечный пушистый комочек, дрожащий от холода и страха. Сердце Марты дрогнуло, и она почти забыла о том, что на улице бушует непогода. Она бережно подняла малыша и прижала к груди, чтобы согреть его. Это был совсем крохотный котенок с необычайно мягкой шерсткой серо-коричневого цвета. Его большие глаза испуганно смотрели на женщину. Внезапно раздался оглушительный раскат грома, и котенок вздрогнул, вцепившись коготками в кофту Марты. Она поспешила в дом, чувствуя, как маленькое сердечко бьется рядом с ее собственным. Женщина вымыла котенка теплой водой, вытерла мягким полотенцем и накормила теплым молоком. Котенок жадно лакал, а потом свернулся клубочком на коленях у Марты и заснул, тихо мурлыкая. Всю ночь она не сомкнула глаз, прислушиваясь к дыханию котенка. Она боялась, что малыш может заболеть после долгого пребывания на холоде, и каждую минуту проверяла, все ли с ним в порядке. В свете ночника его маленькая голова порой казалась ей символом спасения. К счастью, к утру он выглядел вполне здоровым и даже игривым. На следующее утро котенок стал еще бодрее. Он с любопытством осматривал новое жилище, неуверенно ступая по ковру. Марта решила назвать его Оливером. Это имя почему-то сразу пришло ей в голову. Она долго его произносила, понимая, как оно прекрасно подходит этому маленькому существу. Марта позвонила в местную ветеринарную клинику и записалась на прием. Она хотела убедиться, что с котенком все в порядке. Доктор Браун осмотрел Оливера и сказал, что он здоров, но нуждается в особом уходе из-за юного возраста. Дни потекли своим чередом, но теперь в жизни Марты появился новый смысл. Она с удовольствием наблюдала, как Оливер растет и развивается. Он оказался на редкость сообразительным и игривым, всегда готовым к новым приключениям и играм. Вскоре Марта заметила, что Оливер немного отличается от обычных котят. У него были очень круглые глаза желтого цвета, пушистые щеки и короткие лапки. Но она решила, что это просто особенности породы, и не придала этому особого значения. Каждый день приносил новые открытия. Марта с удивлением наблюдала, как Оливер ловко взбирается на шторы, несмотря на свои короткие лапки. Он мог часами сидеть на подоконнике, наблюдая за птицами и белками в саду, играя с солнечными зайчиками, которые прорывались сквозь окна. Шли недели.
Оливер рос гораздо быстрее других котов такого же возраста, и его шерсть становилась гуще и пушистее, особенно на щеках и хвосте. Марта обожала своего питомца и баловала его всевозможными лакомствами, которые она сама готовила. Однажды Марта купила Оливеру новую игрушку – маленькую мышку на веревочке. К ее удивлению, котенок отреагировал на игрушку с необычайным азартом. Он припадал к земле, как настоящий охотник, и молниеносно бросался на добычу. Когда Марта работала в саду, котенок сидел поблизости, внимательно наблюдая за каждым ее движением и даже пытаясь повторять их. А вечерами он уютно устраивался у нее на коленях, пока она читала или смотрела телевизор. Марта начала замечать, что присутствие Оливера благотворно влияет на ее самочувствие. Она стала меньше думать о своем одиночестве, больше двигаться и чаще улыбаться. Даже боль в суставах, казалось, уменьшилась, как будто ее опекунский инстинкт возвращал ей здоровье и молодость. Однажды во время прогулки по саду Оливер вдруг насторожился и замер. Марта увидела, как в траве мелькнул едва заметный силуэт полевой мыши. Котенок молниеносно среагировал, поймав добычу одним прыжком. Этот невероятный охотничий инстинкт удивил Марту и наполнил гордостью за ее маленького друга. Как-то раз Марта решила взять Оливера с собой в магазин. Она купила специальный поводок для питомца. Однако котенок наотрез отказался его надевать, проявив свой свободолюбивый характер и всячески избегая любых попыток выйти на поводке из дома. Однажды Марта заметила, что Оливер странно реагирует на громкие звуки. Он прижимал уши и прятался при звуке пылесоса или телефонного звонка, словно чувствовал их явно идущую угрозу. Это показалось ей немного странным, но она решила, что котенок просто пугливый, и в этой реакции нет ничего необычного. С приходом зимы Оливер стал еще пушистее. Его шерсть приобрела красивый и серебристый оттенок, и Марта часами могла любоваться своим питомцем, который грациозно передвигался по дому или играл с игрушечной мышкой. Однажды утром, проснувшись от странного шума, она взглянула в окно и увидела, что Оливер каким-то образом выбрался на улицу и носится по заснеженному двору. Котенок явно наслаждался морозной погодой, что было очень необычно. Его радостные прыжки и игривые маневры по белому снегу напоминали ей о беззаботном детстве. Марта поспешила во двор, чтобы вернуть питомца домой. К ее удивлению, Оливер не спешил идти обратно в тепло. Он с явным удовольствием валялся в снегу, ловя снега лапками и шепча себе под нос. Только после долгих уговоров, полных терпения, котенок позволил занести себя внутрь. Этот случай заставил Марту задуматься. Она начала замечать и другие странности в поведении Оливера. Он совершенно не интересовался кошачьей мятой, которую так любят обычные коты, зато с удовольствием грыз веточки и травинки, которые она приносила из сада. Однажды, когда Марта случайно уронила вазу, гремящий звон испугал Оливера, и он молниеносно скрылся под диваном. Но вместо обычного мяуканья котенок издал странный звук, похожий на грозное рычание хищника. Это озадачило Марту еще больше. Как-то раз к ней в гости пришла ее старая подруга Сьюзан. Увидев Оливера, она удивленно воскликнула: «Боже мой, Марта! Что это за зверь? Он совсем не похож на обычного кота». Эти слова заставили Марту серьезно задуматься о том, что может быть в ее питомце что-то необычное. Она начала внимательнее присматриваться к своему любимцу. Действительно, в его облике было что-то странное, даже дикое. Круглая мордочка, маленькие ушки, пушистый хвост – все это не совсем вписывалось в образ домашнего кота. Марта решила показать Оливера ветеринару, чтобы удостовериться, что у него нет никаких заболеваний. Доктор Браун, местный специалист по домашним животным, долго осматривал котенка, внимательно прислушиваясь к его дыханию и прощупывая его лапки. Его лицо становилось все более озадаченным. «Знаете, миссис Томпсон», — наконец сказал он, — «я не уверен, но этот пушистик может оказаться не совсем обычным котом. Нам нужно провести дополнительное исследование».
Следующие несколько дней Марта провела в тревожном ожидании. Она не могла перестать думать о словах ветеринара. Что если Оливер действительно необычный кот? И что тогда делать? Наконец пришли результаты анализов. Доктор Браун пригласил Марту в клинику для серьезного разговора, который она так боялась. С замиранием сердца она вошла в кабинет, держа Оливера на руках, которого она так бережно вырастила. «Миссис Томпсон», — начал ветеринар свою речь. Результаты оказались неожиданными. «Ваш Оливер — не домашний кот. Это детеныш манула, редкого дикого кота, обитающего в степях Центральной Азии». Марта почувствовала, как у нее закружилась голова от этой новости. Она не могла поверить своему счастью и в то же время страху за своего любимца. Доктор Браун объяснил, что манулы — исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Они плохо приспособлены к жизни в неволе и нуждаются в особых условиях содержания. «Вы совершили настоящий подвиг, вырастив этого красавца», — сказал ветеринар, глядя на нее с уважением. «Но теперь нам нужно решить, как поступить с ним дальше». Марта была в полном смятении. Она так привязалась к Оливеру, что мысль о расставании казалась ей невыносимой. Но в то же время она понимала, что не сможет обеспечить ему правильный уход. К тому же держать дома дикое животное было незаконно. После долгих раздумий и консультаций со специалистами Марта приняла нелегкое и болезненное решение. Она согласилась передать Оливера в Центр реабилитации диких животных, где ему смогут создать подходящие условия и подготовиться к жизни на воле. День расставания был самым тяжелым в жизни Марты. Она не могла сдержать слез, прощаясь со своим пушистым другом. Оливер, словно чувствуя важность момента, тихо мурлыкал и терся о ее руки, делая прощание еще более грустным. Сотрудники центра заверили Марту, что будут заботиться о мануле и регулярно сообщать о его успехах, но в ее сердце уже поселялась пустота. Прошло несколько месяцев. Марта получала подробные отчеты о том, как Оливер осваивается в новой среде. Он заметно подрос, окреп и начал проявлять настоящие повадки дикого зверя. Специалисты были уверены, что вскоре он будет готов к возвращению в дикую природу. Марту пригласили принять участие в этом важном событии. Она приехала в заповедник, где должны были выпустить Оливера, и ее сердце сжималось от волнения и грусти. Когда клетку открыли, Оливер не сразу решился выйти, словно еще раз прощаясь с теми, кто заботился о нем. Он осторожно принюхивался к незнакомым запахам вокруг. Затем, словно набравшись смелости, он сделал несколько шагов и замер, оглядываясь по сторонам. Марта с трудом сдерживала слезы. Ее воспоминания о том, как она спасала его в тот дождливый вечер, напомнили ей о хрупкости жизни. Вдруг вдалеке мелькнула тень. Это был дикий манул. Оливер насторожился, а затем, к удивлению всех присутствующих, уверенно побежал навстречу своему сородичу. Через несколько мгновений оба зверя скрылись в высокой траве. Марта долго стояла, вглядываясь вдаль и вспоминая о том, как они с Оливером провели вместе волшебные дни, полные радости и открытий. Она понимала, что поступила правильно, дав своему питомцу шанс на естественную жизнь. Этот опыт навсегда изменил ее, научив ценить красоту дикой природы и важность сохранения редких видов животных. Она чувствовала, что этот опыт открыл для нее новую главу, полную понимания и принятия того, что жизнь — это не только о том, чтобы держать, но и о том, чтобы отпускать.